Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракатух. Сегодня у нас новый урок. Сегодня мы будем говорить об шадде, удвоении, а также об окончании танвин. Отлично. Давайте перейдем сразу к шадде. Итак, что же такое шадда? Вы видите над буквой «ба» такое удвоение. Первая «ба» у нас стоит с огласовкой «а», вторая с огласовкой и третья с огласовкой «у». Давайте разберем каждую по отдельности. Итак, первая «б». Вы видите, здесь есть транскрипция. Нам написано «б-б-а». Конечно, мы будем читать не «б-б-а», а мы как бы задержимся на букве «б». По сути, у нас первая «б», она будет у нас с сукуном, а вторая «б» будет с «а», с огласовкой «а». Получается, первая «б», просто «б» с сукуном, вторая будет «ба». Однако мы будем читать таким образом. «Ба», «ба». Давайте рассмотрим в примере. В примере будет намного понятней. Итак, давайте прочитаем сначала тот пример, где у нас нет шадды. Ра-ба-ка, рабака, рабака. А теперь с шаддой. Слушайте внимательно. Раббака, раббака, раббака. Я задерживаюсь на букве «б». Раббака, раббака. Еще раз. Раббака, раббака. Я думаю, понятно. Далее, следующее у нас с огласовкой «и» или же с кесрой. Здесь мы видим, да, что огласовка может быть либо под буквой или же под шаддой. Поэтому будьте внимательны. Если вы увидите огласовку «и» под шаддой, то это значит только одно, что это огласовка «и». И мы будем читать ее как «и». Давайте рассмотрим также в примере. Сначала рассмотрим там, где нет шадды. Роби, роби. И здесь у нас с шаддой робби, робби. Робби означает «мой Господь». Вот это «и» на конце, это означает «мой» в арабском языке. Окончание «мой». Робби, мой Господь. Робб, Господь. Робби, мой Господь. Следующее с огласовкой «у». Без шадды рабу. С шаддой роббу, роббу, роббу. Отлично. Давайте попробуем на практике. Итак, читаем. Инна, инна. Анна, Анна. Амма, Амма. Барра, Барра. Джарра, Джарра. Хаджа, Хаджа. Шакка, Шакка. برو برو جرو جرو حجو حجو شك شك ذم ذم
хакку, хакку. Шарру, шарру. Даббара, даббара. كثر كثر يسر يسر بشر بشر كفن كفن صور صور دبر دبر فجر فجر كفن كفن كمل كمل شمل شمل صنف صنف تدبر تدبر تكبر تكبر تحجر تحجر. Отлично. Итак, следующая тема. Следующая тема у нас называется танвин. Танвин – это окончание. Давайте рассмотрим. Первый танвин – это танвин ун, а также он называется танвин дамма. Танвин ун. Бейтун. Вообще в арабском языке танвин ставится с именами существительными, скажем так, стоит с именами существительными только в конце слова. И он дает такое значение, что это существительное, оно является неизвестным, то есть неопределенным, да? Например, слово бейт означает дом. Бейтун – речь идет о каком-то неизвестном нам доме. Бейт. Так обычно в разговорной речи мы сукунируем окончание. Бейтун мы читаем полностью, да, все окончание. Бейтун. Бейтун. Допустим, если вы будете читать Коран, то вы обязательно будете прочитывать окончание. Бейтун. Так, далее. Далее у нас бейтан. Бейтан – это окончание ан. Бейт – ан. Бейтан. Ан. Бейтан. Что означает плюсик и алиф, я объясню чуть позже. Бейтан. Бейтан. И последнее у нас это бейт и окончание ин. Танвин кесра. Бейтин. 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 Я надеюсь, вы повторяли вместе со мной. Итак, и вот что же означал вот этот плюсик и алиф. Дело в том, что когда у нас слово будет с танвином фатха, мы также должны добавить туда алиф в написании. Саубан. Мы никак не тянем, не саубан. Нет.
мы читаем точно так же, да, как мы читали до этого. Thawban, thawban. Но алиф, он будет обязательно писаться. Итак, давайте перейдем к практике. Читаем. Thawbin, thawbin. ممتاز. ثوب, ثوب. فوتا, فوتا. فوت, فوت. فوت, فوت. ليثا, ليثا. دورا, دورا. فوز, فوز. عرشا, عرشا. حوض, حوض. صوتا, صوتا. غيظ, غيظ. شرح, شرح. فرغا, فرغا. خوف, خوف. نوم, نوم. لونا, لونا. دلو, دلو. Отлично. А теперь давайте совместим. Представьте, что у нас слово заканчивается на шадду, и в конце стоит у нас еще и окончание тануин. Давайте рассмотрим. Я покажу вам данную строчку. Хаббан, хаббан. Барран, барран. Маннан, маннан. Отлично. И дальше переходим к практике. Все то же самое, как обычно. Читаете вы, далее читаю я. Ситтин, ситтин. Сиррин, сиррин. عزٍ, عزٍ. أم, أم. مبيضًا, مبيضًا.
مسود مسود محمر محمر منسد منسد مختص مختص منسد منسد مضطر مضطر مختص مختص مستردا مستردا مستحب مستحب مستدلا مستدلا مستعد مستعد. Отлично, я вас поздравляю. Итак, не забывайте, что практика важна. Читайте, старайтесь читать каждый день. Сейчас вы можете брать Коран, читать его, стараться, да? Читайте то, что вы знаете. Находите слова, которые вы можете прочитать, потому что это все на самом деле очень здорово, это очень поможет нам в обучении. Или можете взять любую книжку по арабскому языку, да? Старайтесь читать. Итак, нам осталось совсем немного правил пройти, и все, вы абсолютно будете знать все правила чтения. Итак, хороших вам уроков и ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух.